Привет, мои дорогие, с вами Инна Жарая. Я подготовила для вас видео с созданием пионовидной розы. И этот цветок в таком формате один из самых востребованных любителями цветочных украшений. Для создания серединки, с которой мы начнем, понадобится иранский фоамиран 3 отрезка, 2 из них 8 на 30 см и 1 6 на 30 см. Разогреваю утюг в режиме максимум. Прогреваю часть полоски, и когда она хорошо прогреется, начинаю тянуть в стороны, непосредственно на утюге. В таком положении даю фоамирану полностью остыть, лишь только тогда уменьшаю силу натяжения. Все 3 полоски растягиваю также. В результате получается 2 полоски шириной 4-4,5 см и 1 3-3,5 см. Эти размеры приблизительные, поскольку можно перетянуть фом, и он будет уже, либо не дотянуть, и он будет шире. Поэтому указанные размеры могут послужить вам определенным ориентиром. Вырезать необходимо повдоль ленты, чтобы не деформировать лепесток по высоте после перетирания. И чтобы быстрее вырезать необходимое количество деталей, я складываю ленту в 6 сложений. Если, растягивая ленту, получилось так, что она немного уже заданного размера лепестка А, можно также вырезать эти лепестки немного меньшего размера. Их также можно использовать в создании серединки цветка. Приступаю к перетиранию, складываю лепестки по вертикали гармошкой и от середины детали доверху прокручиваю между пальцами, при этом сильно сжимаю. Если ваши пальчики, как мои, не боятся мозолей, то можно перетирать сразу по 2. Перетираем все детали и затем обрабатываем их вверх. На максимально разогретом утюге касаюсь подошвы верхушкой лепестка, он немного грубеет, и я тут же подкручиваю наружу. А у каждого четвертого можно сделать волну. Прогреваю точечно и одной рукой, держа верхушку, тяну на себя, а другой от себя. То же самое можно сделать и с помощью зажигалки. Подготовила все лепестки А и Б, и теперь готовлю 4 детали Б и 8 деталей А. Такое количество нужно для четверти серединки розы. Соответственно, эти элементы будем создавать 4 раза. Лепестки будем склеивать по заданной схеме. Клея наносим небольшое количество и именно в том месте, которое указано на видео.
6 лепестков подклеены, и теперь мне необходимо их собрать в один элемент, который является четвертой частью серединки розы. Хотела бы обратить внимание на то, что клей наносим у самого центра каждого лепестка и максимально сжимаем, потому что каждый раз здесь наносится клей, и если мы его не будем наносить тонким слоем, это место будет утолщаться и создаваться бугорок. Одинарные лепестки необходимо подклеить выше тройных на 1 мм. То есть, подклеивая к тройному одинарный, подклеиваем его на 1 мм выше, снова подклеиваем тройной на 1 мм ниже, нежели одинарный, снова подклеиваем одинарный выше тройного на 1 мм и так далее. В результате необходимо собрать 4 таких элемента. Их мы будем объединять в одно целое. В центре наношу немного клея, соединяю со второй такой четвертинкой и туго сжимаю. В центре лепестков образуется небольшое пространство. Здесь я также наношу клей и соединяю так, чтобы первый и последний лепесток половины соединились между собой. Также подклеиваю вторую половину, соединяю одну четвертину с другой, проклеиваю образовавшуюся серединку. Клея не наносите много, чтобы он не выходил через верх. Эти две половины необходимо соединить, поэтому клей наношу на первом и последнем лепестке одной детали и соединяю с другой. При этом слежу за тем, чтобы верх лепестков был на одном уровне. Подготавливаю неистонченный фоамиран 1 на 30 см и эту полоску подклеиваю к одному из лепестков на середине. Обматываю полоску по кругу, лепестки при этом расправляю в одну сторону и фиксирую полоску с помощью клея. Пока лента не подклеена к лепесткам, есть возможность расправить их в нужном направлении. Убедившись, что лепестки расположены именно так, как вам нравится, подклеиваю ленту к лепесткам. Далее оставшуюся ленту подклеиваю по кругу. Оставляю высоту этой детали 2 см и 3 мм и остальное срезаю, выравнивая донышко. Серединка цветка готова к дальнейшей работе, и уже завтра вы увидите, как я соберу весь цветок. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. С вами была Инна Жарая, и до встречи уже завтра. В этой части видео я продолжаю создавать пионовидную розу и продолжу с внешних лепестков. Я их окрашу, придам им форму, фактуру и соберу цветок в единое целое. На создание этих лепестков понадобится 2 отрезка иранского красного фоамирана 8 на 30 см. Вырезаю необходимое количество лепестков и приступаю к их обработке. Обратите внимание, что лепестки в первой и второй части разные по форме и по размеру, хоть и имеют общее название букв. Более подробную информацию о вырезании лепестков можно посмотреть в первой части этого видео. Первый ряд лепестков состоит из 5 штук размера А. Складываем деталь пополам и от середины вверх складываем в гармошку с легким наклоном. Тут я стараюсь максимально туго перетирать деталь, чтобы образовалось как можно больше мелких складок, особенно в верхней части лепестка.
Лепестки я раскрываю, но не растягиваю, и сейчас приступаю к тонировке. Набираю черную масляную пастель на губку и слегка тонирую лепестки с лицевой и с изнаночной стороны в верхней его части. И вот только после тонировки мы будем придавать лепесткам более скругленную форму. Растягивать лепестки необходимо немного выше середины, но ни в коем случае не верхнюю его часть. Перед креплением внешних лепестков на серединку ее также затонирую черной масляной пастелью. Набираю цвет на губку и прохожусь по верхней части заготовки. Чтобы лепестки имели необычные изгибы, я применяю зажигалку. Работать нужно точечно и максимально быстро. Если вы не уверены, что у вас получится так же, попробуйте поработать на каждом лепестке отдельно, а не на целом цветке. Второй ряд лепестков состоит из 3 штук размера А. В данном случае обрабатываю зажигалкой не каждый лепесток и лишь только там, где это необходимо, провожу пламенем возле верхушки лепестка и задаю сразу же нужное направление.
Все последующие лепестки буду обрабатывать привычным способом, то есть без наклона складываю гармошкой деталь и от середины вверх хорошо перетираю между пальцами. Эти лепестки также тонирую черной масляной пастелью, только не верхушки лепестков, а уже от середины вверх. С этого ряда лепестки буду подклеивать ниже, чем первые ряды, на 1 сантиметр. Для применения этого цветка в букет я бы немного по-другому собирала нижнюю его часть и применяла другие лепестки. Но так как это украшение, добавлю еще 3 лепестка размера А.
Ну вот, пионовидная роза готова, осталось подклеить чашелистик и универсальное крепление для броши или заколки. Этот цветок является самодостаточным, но при желании можно дополнить листьями, веточками или другими декоративными элементами, создавая цветочную композицию. Если вам понравился этот мастер-класс, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки, ставьте лайки и комментируйте это видео. С вами была Инна Жарая. До новой встречи!